Добро пожаловать в Battlefield 2, солдаты! Моды являются неотъемлемой частью нашей игры и дают отличную возможность разнообразить привычный геймплей. Сегодня хотим рассказать вам о крупном и популярном моде, который мы, PlayBF2, поддерживаем официально. Это Real War. But you gotta teach me how to play it. Real War раскрывает Battlefield 2 с новой стороны за счет обилия дополнительных карт, новых возможностей классов, оружия и единиц техники, а также добавляет в игру абсолютно новый полноценный режим боя. Начнем с самого интересного, а именно с нового для серии игр Battlefield игрового режима. Capture the Flag или CTF – специальный формат, в котором побеждает команда, который принесет к себе на базу больше вражеских флагов, чем оппоненты. Давайте посмотрим на примере, как это происходит. У каждой команды есть по одной незахватываемой точке, на которой располагается упомянутый флаг, светящийся шар, который нужно подобрать на базе противника и принести на свою. Но будьте аккуратны, так как пока вы несете флаг, помимо шара над головой, специальная иконка будет раскрывать ваше положение всем игрокам на мини-карте. Процесс подбора флага довольно прост. Для того, чтобы его забрать, достаточно лишь подойти к нему в упор. После этого вы услышите характерный звук, а над головой у вас появится яркий шар. Флаг взят. Но не забывайте, что враг не дремлет. Если противник умудрится украсть ваш флаг, пока вы несете его, то свой сдать на базу не получится, пока ваша команда не отобьет и не подберет тот, что стащили у вас. Во время перестрелок вполне может оказаться, что флаг уронят, не донеся до пункта назначения. При этом тоже раздаться характерный звук. В этом случае, если его никто не подберет в течение 45 секунд, он автоматически вернется на свою базу. Второй важной особенностью мода, которая стала его визитной карточкой, являются различные дополнительные девайсы, открывающие абсолютно новые тактические возможности. Давайте кратко посмотрим на основные из них и как их можно использовать. Первое. Крюк-кошка спеца, с помощью которого можно забраться на любую крышу на карте или перелезть неудобный забор там, где вам это нужно. Гарпун переправа у снайпера, который натянет канат, по которому можно быстро преодолевать большие дистанции, перебраться на соседнее здание, спуститься под флаг, либо переправиться через речку. Но помните, что дальность выстрела у гарпуна ограничена, ехать можно только сверху вниз, а скорость передвижения зависит от угла наклона. Коктейль молотого штурмовика, который поможет отсечь узкий проход или заставит противника покинуть выгодную позицию. Газовые гранаты пулеметчика лишают спринта и значительно ухудшают обзор и способность целиться. Самого игрока от них спасет другой гаджет – противогаз. Стингер инженера. Теперь летной технике придется несладко, ведь здесь каждый пехотинец потенциально опасен. Гранаты РГД антитанка с огромным радиусом поражения и уроном, способным уничтожить все, что находится под флагом. Ну что ж, на этом все. Если вам наскучили стандартные карты и вооружения, если хотите по-новому раскрыть для себя Battlefield 2, сервера PlayBF2 с модом Real War ждут своих героев.